После открытия ретранслятора Харон в 2149 году человечество начало быстрое освоение соседних звездных систем, используя обнаруженную ими сеть ретрансляторов. В целях освоения новых территорий и ведомые любопытством, люди начали активировать каждый ретранслятор, который им удавалось найти. В 2157 году флотилия Альянса в составе 2 грузовых судов и 3 фрегатов покинула базу у колонии Шансии и через врата ретранслятора Шансии-Тета направилась в до этого неразведанную человечеством область космоса. Там их действия были замечены патрульной флотилией другого разумного вида, которая засекла попытку людей активировать спящий ретранслятор, известный в пространстве цитадели под номером 314. Как оказалось, несанкционированная активация неиспользуемых ретрансляторов находится вне закона, однако вместо того, чтобы вступить с чужаками в переговоры, пришельцы сразу же открыли огонь. С точки зрения другой расы, названной турианцы, это был лишь акт предотвращения нарушения закона, тогда как для человечества это была первая встреча с представителями иного разумного вида. Именно война первого контакта, как назовут ее в будущем, определила взгляд людей на галактику на многие десятилетия вперед. Не зная, с каким именно врагом им пришлось столкнуться, предположение о том, что это могут быть протоане, быстро было исключено фактом примерно равного уровня технологий кораблей человечества и его нового противника, Альянс выслал разведывательные зонды в пространство турианцев. На каждом аппарате был расположен ядерный боезаряд, который должен был сработать в случае захвата зонда чужаками, дабы им не достались сведения о технологиях людей. Силы космофлота Альянса у Шансьи были весьма невелики, поэтому турианцам удалось быстро уничтожить несколько разведчиков и патрульный флот и начать длительную орбитальную осаду. Они могли без труда уничтожать солдат колонии с орбиты, а поскольку все пути снабжения были перекрыты, вскоре среди защитников Шансьи начался голод. Несмотря на это, люди до последней возможности продолжали стойко обороняться. Так, солдат по имени Тадиус Ахерн с 2 подчиненными был отправлен, чтобы вернуть критически важный для колонистов модуль с данными, захваченный турианцами. В ходе выполнения этого задания отряд Ахерна угодил во вражескую засаду и был окружен несколькими группами турианских штурмовиков. Рассчитывая на поддержку лишь пары оборонительных турелей, не имея достойных укрытий и всего втроем, отряд Ахерна все же смог успешно выполнить задание, отбить все атаки многократно превосходящего его количеством турианцев и дождаться эвакуации. Другой герой этой войны, отрезанный от подкреплений Уильямс, командовал группой выживших партизан и гарнизоном Шанси, отчаянно ведущих сопротивление. Тем не менее, турианские силы, ведущие эффективную и жестокую тактику, сделали невозможным продвижение человеческих сил вперед. Целые кварталы были уничтожены турианскими подрывными группами. Наконец Уильямс понял, что единственный способ спасти то, что осталось от населения провинции Шанси, сдаться турианцам и отступить к станции Арктур, узловому пункту на пути к Солнечной системе, которая представляет собой станцию, схожую по конструкции со Стэнфордским Тором, имеющую 5 километров в диаметре. Это действие должно было сберечь оставшиеся силы и прекратить потери среди мирных жителей от бомбардировок турианцев. Некоторое время сопротивление оказывали лишь немногочисленные наемники и партизаны, в их числе Джек Харпер и находившиеся под его командованием Бен Хислоп и Ева Корн. Заслуга привлечения к сопротивлению, подготовки и оснащения их команды также принадлежала генералу Уильямсу. Но в скором времени у турианцев также начались проблемы со снабжением. В их эскадре было лишь одно судно с довольно ограниченными запасами пищи. Впрочем, их командование пришло к выводу, что они уже разбили большую часть вражеской армии и ликвидировали угрозу повторного нападения, однако они ошибались. Альянс озаботился сбором своих сил для контрнаступления. В частности, 12 суток спустя после первого контакта контр-адмирал Грисом прибыл на крейсере Нью-Дели на Арктур для того, чтобы забрать для участия в войне выпускников программы Н-7, в числе прочих и 2-го лейтенанта Андерсона.
А спустя примерно месяц после начала оккупации к Шаньси прибыл второй флот Альянса под командованием адмирала Кастани Дрешера, который застиг турианцев врасплох и полностью выбил их с планеты. Обе стороны начали подготовку к полномасштабной межпланетной войне, и только тогда разгоревшийся конфликт наконец-то был замечен галактическим обществом. В результате война первого контакта была завершена, не продлившись и 3 месяцев. Со стороны Альянса в ней погибло 623 человека, со стороны турианцев чуть больше, но в галактических масштабах потери обеих сторон считались крайне незначительными. Единственным же значительным событием была оккупация Шаньси турианцами и ее последующее освобождение людьми. К счастью для всех, в ситуацию вмешался Совет Цитадели, который велел прекратить войну и заключил мирное соглашение. Посланники Совета ввели человечество в курс дел в галактике. Именно от них люди узнали о том, что в галактике есть множество рас, которые живут в мире, и о существовании Цитадели и галактического общества, одними из лидеров которого были атаковавшие их турианцы.